Всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Благодаря удачно подобранной форме ногтей можно преобразить любые руки, сделать пальчики более утонченными, изящными, а также наоборот, испортить внешний вид. Поговорим сегодня о формах ногтей, их разновидностях, а также на практике разберем, как выполнить правильный опил. Поэтому смотрите ролик до конца и не забудьте подписаться на наш канал. Предлагаю вам в теории разобраться с основными формами ногтей. Итак, белая отросшая часть ногтя называется свободный край. Именно ему мы и будем придавать форму. Сегодня поговорим о формах для натуральных ногтей, так как для искусственных их куда больше. Начнем с вами с определения центральной оси, которая проходит через 3 фаланги, через центр кутикулы и через центр свободного края. Именно центральная ось нам необходима для того, чтобы ориентироваться на симметричность свободного края. Например, первая фаланга может быть ровной, вторая будет у нас уходить в сторону, третья также будет уходить в сторону, и наша с вами задача, ориентируясь на центральную ось, выровнять свободный край так, чтобы он был перпендикулярен центральной оси. Первая форма ногтей – жесткий квадрат. Имеет острые углы в 90 градусов. Также свободный край перпендикулярен центральной оси и образует угол в 90 градусов. Такая форма не всем удобна, так как острые уголочки могут цепляться, мешать в работе, в домашних делах. Со временем уголочки скругляются и получается уже следующая форма. И следующая форма – мягкий квадрат. Важно, что в мягком квадрате свободный край также перпендикулярен центральной оси и образует угол в 90 градусов. Уголочки могут скругляться в большей или меньшей степени в зависимости от пожелания клиента. Например, совсем чуть-чуть, либо больше закругления. Такая форма более удобная и носибельна. Квадратные формы подходят тем, у кого длинные пальцы, не широкая ногтевая пластина. Если ногти широкие, то вам подойдет удлиненный квадрат. Не рекомендуется короткий, так как он будет смотреться просто как квадратики и будет только укорачивать ваши пальцы. Третья форма – скошенный квадрат или скво-овал. То есть это совмещение двух английских слов square и овал, то есть квадратно-овальная форма. Особенность ее в том, что свободный край у нас как небольшой полукруг. При этом боковые стеночки ногтя у нас параллельны центральной оси. Обратите внимание, что вот здесь у нас остаются небольшие острые уголочки. Вот эти уголочки, которые у меня остаются. В идеале, если форма свободного края будет повторять форму кутикулы. Такая форма очень удобна, носибельна и подходит под любые руки. Четвертая форма – овал. Удобная и универсальная. Подходит для коротких полных пальчиков, а также крупной ладони. Визуально будет удлинять фаланги пальцев. Представьте, что в зоне свободного края мы с вами расположили круг. Половинка нашего круга – это и есть свободный край. Овал имеет несколько разновидностей. Например, он может быть классический и более зауженный. В зауженном варианте свободный край более вытянутый. Пятая – миндальная форма. Вытянута как миндальный орешек. Для ее создания обязательно необходима длина свободного края. Например, если короткий ноготочек опилить по форме миндаль, то получится просто острый коготок. Это смотрится некрасиво, не эстетично. Длина формы миндаль у нас будет равна 2-3 ширинам ногтя. Миндаль также имеет различные разновидности. Например, мягкий, классический и острый миндаль. Мягкий имеет форму чуть более длинную и вытянутую, чем у зауженного овала. Классический миндаль, где идет заужение от точек ногтевого роста, больше диагонали у нас сужаются к свободному краю.
и острый, где еще более резкое и сильное сужение. Такая форма подойдет также под любые ноготки, только обязательно наличие длинного свободного края. Особенно она актуальна для тех, у кого ногти очень сильно скручиваются, если посмотреть в торец. Бывает даже такое, что из-за скручивания ногти могут ломаться, трескаться именно в точках ногтевого роста. А благодаря форме миндаль вы снижаете нагрузку на свободный край и, соответственно, вы будете носить ногти более долгое время без сломов. Шестая и популярная в последнее время форма балерина. Она напоминает пуанту. Для нее нужны крепкие ногти с хорошей поперечной аркой, для того, чтобы визуально ногти не были взлетными. Обязательно наличие длинного свободного края. Представьте, что мы с вами опиливаем острый миндаль и кончик не скругляли, а просто затупили по прямой. И еще одна форма, седьмая, стилет. Конечно, на натуральных ногтях в полной мере выполнить стилет невозможно, так как эта форма пришла к нам из моделирования ногтей, где необходим очень длинный свободный край, и он сужается в тонкую-тонкую иголочку. На натуральных ногтях мы также эту форму можем называть острая. Представьте, что нашу миндалевидную форму мы настолько сильно сужаем, что свободный край у нас уходит в единую точку. На натуральных ногтях достаточно проблематично выполнить такую форму, так как не просто выполнить такую форму на натуральных ногтях, так как они имеют свойство скручиваться, сгибаться. Конечно, такую форму лучше выполнять при моделировании. В последнее время все большее предпочтение отдается овальным миндальным формам, оставляя квадрат на втором плане. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая форма ваша любимая, мне будет очень интересно почитать. Если говорить о видах натуральных ногтей, то они бывают нормальные, широкие, узкие и трапециевидные. Для нормальной и узкой ногтевой пластины будут подходить любые формы. Для широкой я не рекомендую короткую квадратную форму. Для трапециевидной вы можете подбирать формы, которые идут на заужение, для того, чтобы визуально сузить ногтевую пластину и удлинить фаланги пальцев. Для широких ногтей можно предложить форму овал, миндаль или длинный квадрат. Для трапециевидной формы, при придании формы на трапециевидном виде ногтей, мы с вами будем убирать вот эти вот уголочки и делать форму на сужение. Например, овал, миндаль. Если клиент хочет квадрат, то здесь отлично поможет справиться арочное моделирование, где мы с вами будем поджимать ноготочек при помощи специальных зажимов прищепок. Это визуально поможет сузить ногтевую пластину. Приступим к практике на типсах. Я их заранее подготовила, покрыла цветом и подписала будущие формы. Начнем опил с формы острый квадрат, или жесткий он также называется. Возьму пилочку, буду выполнять длинные размашистые движения, при этом совершая движение всем плечевым суставом. Важно, что при опиле свободного края пилка должна стать четко перпендикулярно центральной оси. Ни в коем случае пилочка не должна заваливаться под свободный край, иначе получится форма скво-овал, скошенный квадрат. Пилочка у меня идет прям по моей руке, для того, чтобы она не совершала покачивающее движение. Четко, ровно. Подровняю нижние стенки, повернув пальчик клиента на бок. Прямую делаю от точки вроста до свободного края. И с другой стороны то же самое под ноготочком. При необходимости могу отвернуть типс от себя, так же как и ноготь клиента, и посмотреть на симметричность. Квадрат. Напоминаю, что свободный край должен также иметь четкий перпендикуляр. Пилочка у нас не заваливается под ноготок клиента. Длинные движения. И теперь закругляю уголочки длинными покачивающимися движениями. Либо слегка закругляю, либо больше по желанию клиента.
длинными движениями, скругляюще работает вся поверхность пилочки. При необходимости также можете отвернуть ноготок от себя, проверить на симметричность. Скву-овал – это как раз форма наших типс. Они уже имеют форму скошенного квадрата. На натуральных ногтях я ставлю пилочку под ноготок под углом 30-45 градусов. У меня получается полукруг в зоне свободного края и могу немного подправить боковые стенки. Из овальной формы сначала начнем с классической. Также пилочку ставлю сразу под ноготок. Пилю до тех пор, пока у меня серединка свободного края не состыкуется с пилочкой. После этого убираю острые уголочки, образовавшиеся по краям, длинными скругляющими движениями. В форме овал не должно быть никаких острых углов. Помню визуально про круг в зоне свободного края. И под ноготочком убираю получившиеся углы. Проверяю симметричность, отвернув ноготок от себя. Зауженный овал. Сначала с одной стороны убираю уголочек длинными движениями, сразу довожу его до приблизительного идеала, то есть недопустимо одно движение с одной стороны, другое с другой. И вот часто ученики сидят долго на этом моменте. Нет, сначала одну сторону довожу до идеала, затем другую, и в конце уже придаю завершающий вид. Обязательно подпиливаю снизу, для того, чтобы не было острых углов. Выполним опил 3 различных вариаций формы миндаль. Начнем с мягкой миндальной формы. Она у нас чуть более вытянутая и зауженная, в отличие от предыдущего зауженного овала. Обратите внимание, когда я завершаю опил, выполняю длинные движения, чтобы не было грани, чтобы не было острых углов. Обязательно подпиливаю снизу. Отворачиваю от себя, смотрю на симметричность. Вижу, что с одной стороны мне еще необходимо убрать уголок. Теперь классический миндаль, еще более зауженный. Опилила форму вид сверху, поворачиваю пальчик клиента на бок и сглаживаю внутреннюю поверхность, чтобы не было углов. Еще одна разновидность – острый миндаль. Если вы не хотите так долго опиливать вот эти уголочки, вы можете воспользоваться книпсером, то есть специальными кусачками для ногтей, и быстро убрать эти уголки. В принципе, ногти клиентов не такие жесткие, как типсы, и пилятся намного быстрее. Вот наши шикарные миндалики, и теперь приступаем к опилу более экстравагантных форм – балерина и стилет, либо острая форма. Балерину опиливаем по принципу миндальной формы, но свободный край у нас четко перпендикулярен центральной оси.
В форме балерина две части должны быть зеркальным отображением друг друга. Я вижу, что мне не хватает угла скоса вот здесь. Типсы у нас как раз повторяют изгиб натурального ногтя, поэтому если посмотреть при виде сбоку, мы увидим, что свободный край трамплинообразный, как будто бы взлетный. Именно поэтому я не рекомендую выполнять форму балерин на натуральных ногтях, лучше это сделать на смоделированных, для того, чтобы нижняя параллель была прямая, четкая, ровная, без подъема наверх. Тоже касается и острой формы стилет. На натуральных ногтях при виде сбоку будет ощущение взлетных ногтей, поэтому форма такая также более изящно смотрится на искусственных смоделированных ногтях. Полностью убираю уголочки, сводя свободный край в единую точку. Для такой формы просто необходимо наличие длинного свободного края. Было бы просто замечательно, если бы вы также отработали опил форм на типсах. Вам станет все понятно, и любая форма вам не будет уже казаться такой страшной, вы ее выполните с легкостью. В следующем ролике я покажу на модели, как правильно выполнить опил базовых форм. Покажу захваты пилок, а также главные ошибки мастера. Обязательно следите за нашими новостями, чтобы не пропустить новый ролик. Всем до встречи! Пока-пока!